Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале Эпоха X. Давайте поговорим сегодня о том, кто управляет Россией. Я так и назвала этот ролик «Кремлевский опиум для народа». Ему 62 года. Вроде и не молодой, но он все не сходит с властного Олимпа. Я с ним практически родилась, и его просто неким заменить. Но нет у матушки России замены этому маленькому, юркому и очень улыбчивому человеку, прозванному в народе Киндер-сюрприз. Посмотришь на него и зарядишься порцией позитива. Таблетка-антидепрессант, только в приглядку. Помню, что мой отец рассказывал мне, что в Великую Отечественную войну русские люди от отсутствия мяса и сала ели его, сало, в приглядку. То есть они не могли себе его позволить. И для того, чтобы было ощущение, что это сало съедено, на него просто смотрели. И от этого создавалась иллюзия от съеденного продукта. Также и Сергей Кириенко. На него посмотришь, и сразу солнце становится ярче, ну а в России, матушки, жить лучше. Эксперты бьют в набат и говорят: нет у России будущего, нет его у ваших детей, русские вымирают. А когда посмотришь на счастливое лицо Сергея Кириенко, по отцу он Израитель, напоминаю вам, его фамилия Израитель, то кажется, что не все потеряно. Его сияющий лик и все ободряющие речи перечеркивают все катастрофические экспертизы и прогнозы экспертов. Он, как Кашпировский, снимает синдром тревожности и погружает в иллюзию надежд и эйфорию мнимого благополучия. Сергей Кириенко – великий интриган политического истеблишмента и незаменимый опиум для народа. Куратор всего, удивительные личные качества, действительно незаменимый человек. Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенничества. Война отодвинула внутриполитические вопросы в России на второй план, и это не мешает куратору внутриполитического блока Кремля Сергею Кириенку наращивать свое влияние. Сейчас самый ценный актив для российской элиты – это личный доступ к президенту Путину. И в этом плане Кириенко феноменально разбогател за последние месяцы и годы, совершив экспансию образования и пропаганды. Его кураторство внутренней политики выборов и системных партий теперь переросло в сопровождение губернаторских назначений, да и поводов для его общения с президентом стало намного больше. Статью Сергея Кириенко опубликовало аналитическое издание фонда Карнеги «За международный мир» на английском языке. Место издания – Вашингтон. Надо сказать, что фонд Карнеги «За международный мир» получает большую часть своих доходов в виде взносов и грантов от частных фондов, представляющих гранты, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд братьев Рокфеллеров и фонд Форда. В 2019 году Российская Федерация включила фонд Карнеги «За международный мир» в список нежелательных организаций. Но, видимо, у фонда Карнеги есть интерес к персоне Сергея Израителя, который сегодня не просто куратор публичной политики в узком понимании, он, как я уже сказала, контролирует губернаторов, взаимодействует с лояльными власти деятелями. Словом, он сегодня куратор всего.
вы его все знаете. Уважаемые товарищи, в этом году 50 лет исполняется, как я работаю в сельском хозяйстве. Никогда не думал, что буду заканчивать, как говорится, свою деятельность и жизнь при таком положении крестьянина российского, кормильца России. Никогда не думал. В родной станице было 6 молочно-товарных ферм, 3 свиноводческих, овцеводческая ферма и крупный птицегородок. Это крупное птицеводческое хозяйство. 10 тысяч гектар пашни. 0 сегодня. Ничего нет. Рядом поселок Украинский, птицефабрика. 4000 тонн бройлерного мяса давала. 0 вывезли в Новороссийский металлолом, русские везли. Безжалостно, беспощадно. Никого не возмутило, что мы делаем. Для чего мы, русские, это все делаем? Продолжали делать. На миллион каждый год нас меньше, вымираем. Опять молчим. Те злодеи, которые затеяли эту политику, они и здесь лыбятся, сидят, и в Думе лыбятся, они там у нас командирами ходят. Ведь вы не найдете нас, русских, в правительствах от Ельцина до Путина. Вы не найдете русских в финансовых структурах. Вы не найдете русских владельцев промыслов. Вы не найдете русских среди владельцев телевидения, газет. Это что, нормально? Если бы мы в Израиле вот так захватили все, интересно, что евреи сказали бы нам? И правильно сказали. Или в Англии вот так мы, русские, взяли и захватили все. Что бы англичане сказали, где была бы у них великая демократия? А в России это нормально. Те злодеи, которые затеяли эту политику, они делают, умерщвляют народ. А где же свободная независимая пресса, та, о которой так много говорили? Где та неподкупная пресса, которая бы взяла, взорвалась, связку гранат на грудь и рванула чеку? Ну где ж те смельчаки русские, матросовые? Где те, кто возьмет и то, что вот мы говорим, а вы возьмите, покажите народу, сами чеку не рвите. Вы нашу аргументацию хотя бы покажите в Думе. Вы хоть раз показали мои выступления, вот возмущение или его? Никогда не покажете. А что же это за вонючая демократия такая? Но ведь какие еще цифры и аргументы? 38 миллионов пашни заброшено. 17 тысяч населенных пунктов от переписи к переписи исчезли. Там жили люди, у них крыша была над головой. Геноцид открытый и откровенный, которые ведут политики России. Открытый и откровенный, я обвиняю в этом все политическое руководство. Потому что моя нация гибнет. Потому что моя нация гибнет. И когда придет расплата, хочу сказать, не все успеют сбежать в Израиль, в Америку. Не успеют. Об экспансии Сергея Кириенко политической власти в России смотрите наш ролик на платформе Boosty. Илон Маск – наш враг, ведь он же такой герой, он такой крутой. Поэтому я вообще в шоке. Однако молитвы Трампа на могиле Шнейрсона оказались сильнее доменов Кириенко. Ну и домены Кириенко не сработали. А на самом деле пшик от этих доменов. Кириенко успешно справляется с координацией, подбиранием под себя всех сфер влиянием.